Ребята, всем привет! Мы в Париже. Добрались без приключений. Все очень гладко. Думаю, попозже я вам расскажу. Сейчас мы с Аней идем в Starbucks и в Макдональдс чуть-чуть перекусить. И будем заселяться в нашу студию. Блин, настроение очень классное. Мы, кстати, уже видели Эйфелеву башню. Сейчас я вам покажу. Я башню им покажу. Сейчас! Блин, это так классно! Просто мы в Париже! Вот она, вы видите? Это башня! Мы сегодня с Аней собираемся собрать все достопримечательности, потому что сегодня единственный день, когда будет очень жарко. Хотим просто по максимуму выжить, хотя у нас был очень долгий перелет и долгая транспортировка в Финляндию, но это не важно, потому что мы в Париже, и здесь просто офигенная погода. Уже завтра будет дождик, но послезавтра будет неплохая погода. Короче, ребята, я счастлива! Так, заходим в нашу комнату. Такая у нас кровать. Рабочее место, имеется телек, зеркало. Такое место для перекуса. И двор. Как мы поняли, здесь живут студенты. И такие, как мы. Блин, да, очень здорово. Здорово! Такой приятный дом. Давай посмотрим, что у нас с туалетом и с ванной. Так, это у нас вид со второго окошка. Очень здорово, что здесь много окон. Да. В отличие от квартиры в Таллине. Такая небольшая кухня. Есть холодос, вытяжка, микроволновка. Очень классно, очень классно. И вот такая ванная комната. Закрытая душевая. И туалет. Блин, вообще, да, очень классно. А сколько, получается, сутки стоит? $65, по-моему. Блин, ну это очень дешево. Особенно на двоих. Вообще замечательная. Замечательная квартирка. Да, очень круто. Еще завтраки включены и зал. Очень классно. Ребята, мы вышли с метро. Нам ехать до станции с башни буквально, наверное, минут 30 без пересадок. И это очень классно. Сейчас мы увидим башню в полной красе. Все красивые такие, все. Да, люди вообще очень красивые. Говорит, у нас главная задача снять Ане видосик, как она взрывает бутылку шампанского на фоне башни. Хочу успеть заснять нашу реакцию на башню, если мы ее сейчас встретим. Я специально иду с непонятной для меня стороны, не слежу за направлением, потому что очень хочется испытать эти эмоции. Хотя мы уже видели башню дважды, когда только приехали на вот эту площадь, где остановился наш автобус. И я ее вижу! Я ее вижу! Блин, офигеть! Да, слушай, по-любому, вот мы сейчас видим на вот эту улицу. И мы ее, наверное, увидим. Блин, нужно быстрее идти. Все, мы идем? Да, нам зеленый. Блин. Это кайф. Вот что нужно себе счастье. Блин, ну это так тупо. Это же, ну, типа просто башня, ничего в этом такого нет. Ну как, это смотри. Так, туда. Блин, еще такие улочки с деревьями такими приятными. Да, идем. И мне еще нравится атмосфера вот этих вот уличных кафе. Ну, не уличных,
А кафе со столиками, Да, да, да. все едят, такие все очень красивые, все очень ухоженные. Прям очень приятно смотреть. Чисто, какая-то эстетика. Интересно, это туристы или местные ребята сидят? Мне кажется, вперемешку. Я думаю, что местные ребята тоже любят потусить вечером. Особенно Блин, когда тепло. столько собак. Да. Классно. Это же вопрос. Маленький. Да, но еще молоденький. Хороший. Так, Что? нужно снимать. Ты готова? Я нет, не готова. Но мне кажется, мы сейчас ее не увидим, она дальше. Вот мы сейчас завернем, и она будет справа. Блин. Ты думаешь, она сейчас справа будет? Да, я уверена. Давай посмотрим, проверим твою интуицию. Да! Блин! Офигенно! Так, но нам нужно еще Сразу побольше. наплыв людей такой в ту Да. сторону пойдем. Такая атмосферка около башни. Уже ребятушки складывают свои сувенирные изделия. И везде по периметру вокруг башни такая стена. Я так понимаю, чтобы туристы слишком близко не подходили, и как-то это разграничивало толпу желающих подняться наверх. Идем. Да, идем на такие жертвы ради одного видоса. Это небезопасно. Je te voyais partout, je t'imaginais tout le temps. Je me rappelais de tes bisous qui sentaient les champs. J'avais ton parfum comme seul somnifère, une espèce d'embrun pour que mon sommeil s'accélère. Écoute-les parler les autres. Аня рассказывает историю смерти принцессы Дианы, потому что мы сейчас идем на мост смотреть, что там. Какой-то версии окончательной нету, то есть есть версия, что это теория заговора, что ее специально убили, что это несчастный случай. В общем, но то, что известно, что она со своим любовником, я не помню, как его зовут, очень смешное у него имя, они сели в машину, по-моему, там еще был водитель, и за ними увязались папарацци. То есть была конкретная погоня, и Диана со своим любовником хотели, естественно, от этого всего уйти. И потом, как раз вот в этом тоннеле на мосту, произошла авария, то есть эти папарацци вообще не хотели никак отпускать Диану, хотели там фотографии. Она молодая была? Да, ей было, по-моему, где-то лет 36 или 37, вот так вот. Она в 97-м году умерла. Ничего себе. Да. И произошла автокатастрофа, ее любовник погиб сразу на месте, водитель, по-моему, тоже. Диана была на момент аварии еще жива, приехала скорая за ней, и потом она уже скончалась в больнице. Я лично думаю, ну то есть это как бы такие догадки, это может так, может нет. Ну, то есть из-за того, что у них с принцем Чарльзом были прям терки, он ей изменял, потом Диана тоже ему изменяла. Ну, в общем, это как бы недопустимо, в принципе. То есть нужен был развод, а Диана, по-моему, не хотела разводиться. Возможно, Диану как бы убрали. Ну, то есть, как бы заказали и выставили Это все лично так. твоя версия? Да, это лично моя версия, которая просто не подпитана, в принципе, ничем. Только тем, что мне очень нравится личность Дианы. И как бы... Возможно, я еще предполагала, ну, как рассуждала сама, что, возможно, когда ее забрали в больницу, возможно, медики тоже специально сделали или там не сделали все, чтобы она выжила. Ну да, то есть как бы такое тоже может быть, даже если это было не подстроено. Многоходовочка. Ну да, короче, такая многоходовочка, но вот на сегодняшний день пока ничего вот конкретного не говорят. То есть я не знаю, ведется расследование или нет, но Я думаю, нет. Я думаю, что все-таки что-то там делается, потому что все-таки принцесса Диана была очень, ну, я не знаю, слово популярное вообще
можно сказать, но очень значимой личностью. Вот, ну и очень мне интересно. Мне кажется, интересно, там сейчас есть какие-то цветы вообще? Вот мне тоже, да, интересно, возможно, там какие-то цветы есть. И, кстати, недавно была годовщина, она, по-моему, погибла в конце августа, там где-то 20 каких-то числах августа, буквально за месяц до моего дня рождения. Я спрашивала, кстати, недавно у мамы, так как мама уже была моя на 8-м месяце, там, ну да, где-то 8-й месяц, я спрашивала, как она вообще там восприняла. Перенесла смерть принцессы Дианы? Нет, ну слушай, на самом деле, как бы, да, она говорит, что она помнит эти новости, и было так очень некомфортно. И я потом сказала, что из-за ее волнений все мои детские травмы. Интересно, как же моя мама себя чувствовала после смерти принцессы Дианы? Немножечко истории. Да, слушай, прикольно. Это мы пришли к тому самому тоннелю. Вот, видите, машины туда как раз едут. Это вечный огонь. Ну нет, он, наверное, не так называется, но... Это пламя свободы. Пламя свободы, да. Видишь, остров 25 лет, 31 августа было 25 лет, как Диана разбилась. Так, ребята показывают тот самый тоннель. Если вам о чем-то говорит, напишите. Мне нет. Ну, Аня довольна. Мы уже идем домой. И наша станция ближайшая находится около оперы. Ребята, доброе утро. Мы пришли на наш бесплатный завтрак. В общем, легли вчера достаточно поздно. Пришли мы, значит, на завтрак. Думали, что здесь будет плюс-минус какая-то сытная еда. Но по факту, смотрите, что здесь. Ой. Здесь есть багет, всякие намазки и сок. Но он, я так понимаю, не свежевыжатый, хотя может быть. Кофе. И еще сейчас я вам покажу, как выглядит внутренняя кухня. Много еды. Шведский стол. Да, это наш шведский стол, ребят. Хотим еще взять мюсли, но не понимаем, как это сделать. Короче, как вы поняли, не очень тут есть на что рассчитывать. Но я, в принципе, так и думала, потому что я была вообще изначально очень удивлена, что в нашу квартиру входит стоимость еды, потому что, мне кажется, квартира слишком дешевая, чтобы еще платили за нас за завтрак. Но все равно это очень приятно. Сейчас мы, наверное, пойдем в ближайшую кафешку, после завтрака купим себе нормальный кофе и пойдем изучать дневной Париж. Вчера очень хорошо прогулялись. Правда, у меня супер гудели ноги. Вот, но мне кажется, после сегодняшней прогулки они будут не так болеть. Я надену свои ботинки, потому что вчера в конверсах это вообще было просто жестко. Погода обещает быть очень теплой. Будет 27 градусов. Завтра будет, кстати, дождик, но завтра они уже работают. Вот, это очень классно. Желаю вам хорошего дня. Ребята, пока у меня есть время, я решила записать вам историю о том, как мы проходили границу, потому что многим, наверное, интересно, как мы в этот раз прошли ее. Ведь мы проходили не в Эстонии, а в Финляндии. Сели мы на ночную маршрутку, там было всего 9 мест с водителем. Добрались до границы финской, в принципе, быстро. Один раз заезжали на заправку, и нас, наверное, несколько раз спрашивали паспорта, когда ты подъезжаешь к приграничному городу,
тебя обязательно спрашивают ребята твой паспорт. Но они не проверяли прям сроки, они просто посмотрели наличие. И в целом было темно, холодно, и я думаю, всем было как-то не до этого. Когда мы оказались на русской границе, я поняла, что сама вот эта пограничная зона, она находится на улице. То есть в Эстонии тебе нужно зайти как бы в такое здание и уже там ждать свою очередь. Там есть штуки, куда ты засовываешь чемодан, и его сканируют, но в этот раз у нас ничего такого не было. Я так понимаю, что если бы мы ехали на большом автобусе, возможно, нас бы как раз завели в это помещение, но я не уверена, что оно отапливаемое, но суть истории в том, что было очень холодно и неприятно находиться на улице примерно, наверное, минут 40. Получается, мы все вышли с автобуса, постояли чуть-чуть на улице с Аней, я поняла, что мы просто умрем, если будем все это время стоять, и зашли в автобус. И как это работает? Сначала заходит первый водитель, и после него должны зайти все его пассажиры. На границе на русской меня ничего не спросили, Аню тоже, в принципе, я думаю, никого. То есть они просто посмотрели наличие визы, просканировали, в принципе, как и в Эстонии. Вот, нашу машину долго не смотрели, и женщина, которая с нами ехала, решила взять инициативу в свои руки и попросить пограничника проверить наши вещи. Он просто посмотрел, не знаю, как выглядит машина, спросил, ничего ли мы запретного не везем, ничего не нужно декларировать, и все. И у каждого из нас спросил, куда мы едем, сколько у нас с собой денег, и это все было на улице. То есть там даже не было очереди, там просто мы стояли, как, не знаю, в группе, и к нам подошел этот чувак и начал спрашивать. Он не проверял вообще ничего, то есть у него в руках даже не было вот этой штуки, которая сканирует металлические всякие предметы, металлоискатель. Он спросил у меня, куда я еду, цель моего визита. Я сказала путешествие в Париж. Он спросил, сколько у меня налички с собой. У меня с собой, наверное, евро 400-500, но у меня еще есть на карте. И я ему сказала, что у меня 500 евро. Аня тоже то же самое сказала. Другие ребята тоже летели в Париж. Одна женщина к мужу. Короче, все рассказали, куда они едут, и у пограничника не было вообще никаких больше вопросов. Мы сели в автобус, в нашу «Газель», и поехали дальше на финскую границу. А на финской границе все было более цивильно, в отличие от нашей. Там не было никаких очередей, мы просто вышли, сразу пошли в это здание. Там было очень тепло, было по сравнению с нашей границей, конечно, такое контрастненько. На финской границе я пошла первая, потому что у нас с Аней были одни билеты обратно на двоих. Обратно мы добираемся до России на пароме до Таллина, и с Таллина уже на автобике в Питер. Вот. Меня спросили на английском, типа, где мои билеты. Я ему показала билеты, и обратно он спросил меня, на чем я добираюсь до России. Мне Аня дала бумажечки, и все. Следом шла Аня, он больше ничего не спросил, я приложила палец, он не спросил, куда я еду. Нет, он спросил, куда я еду, в Париж, но не спросил, зачем, не спросил, сколько денег, не спросил, что везу. Вещи мы, получается, оставили как раз в маршрутке, и нам ничего не нужно было вообще показывать. И следом за мной была Аня, и у нее как раз-таки вообще ничего не спросили, потому что они поняли, видимо, что мы с одной и той же компанией, и зачем мне что-то спрашивать. И она просто так прошла, и это было очень классно, достаточно легко. В целом, прохождение двух границ у нас заняло примерно часа 2. Самое неприятное было то, что было очень холодно, потому что мы и так были в своей самой теплой одежде. В Париже сейчас 25 градусов, и понятное дело, что мы не поехали там в шортах и футболках. Но все равно, несмотря на то, что мы были в толстовках и в джинсовках, было просто невыносимо холодно. Поэтому, если вы вдруг соберетесь поехать в ночной рейс, я бы посоветовала надеть какие-нибудь перчатки и шапку, потому что этого явно не хватало. В нашей «Газельке» тоже было очень холодно, хотя
Плюс у «Газельки» тоже есть, там мало людей, и она проходит как личный автомобиль. То есть не как автобус, ты должен ждать всех людей, которые проходят границу, а как именно личный автомобиль, плюс-минус это проходит мероприятие достаточно быстро. После того, как мы прошли границу, я просто вырубилась и проснулась от того, что Аня говорит, типа, давай выходи, мы в аэропорте, и я ничего не поняла. Потому что для меня это было очень странно. Мы как думали, мы приедем в центр и сами доберемся до аэропорта, потому что «Газель» до аэропорта стоила дороже, чем бы мы могли добраться. И оказывается, водитель сначала ехал в аэропорт, а потом ехал в центр. И это было максимально тупо, потому что мы как бы изначально приехали в место назначения, куда нам надо, а потом должны были оттуда уехать и в итоге опять оказаться там. В общем, водитель сказал там: девочки, вы же до центра. Аня спросила, может ли он нас здесь оставить. Он говорит нам: давайте, платите мне деньги. И Аня договорилась за 30 евро, что мы здесь выходим. Хотя это тупо, потому что, блин, ну мы же уже здесь, в чем проблема? Вот, и после того, как мы договорились, мы зашли в аэропорт, выпили кофеек и провели 7 часов примерно в аэропорте. В принципе, там было вполне комфортненько, там было много стульчиков, столиков, где можно было отдохнуть. И я думаю, что если бы мы сняли, например, в Хельсинки какое-нибудь жилье, оно бы было, наверное, неуместно, потому что в любом случае мы бы очень рано поехали в аэропорт, и мы бы также не выспались, как и сейчас случилось. Вот, поэтому, наверное, выгоднее сразу поехать в аэропорт и просто ждать своего рейса. Ребята, идем смотреть спортзал. Я сегодня, кстати, не пошла, потому что мне было лень. Nice. Окей, thank you. Прикольно, прикольно. Я очень надеюсь, что... Я очень надеюсь, что завтра я не поленюсь и обязательно схожу в зал. Потому что в зале я не была... Потому что в зале я не была, мне кажется, уже месяца 2. Все мои тренировки летом прошли в основном на доске. Поэтому я очень соскучилась. Надеюсь, что завтра удастся проснуться пораньше. Ребята, мы сейчас поднимаемся на смотровую площадку оперы в парке Ля Вилет. И прикольно то, что эта смотровая, она абсолютно бесплатная. И здесь можно подняться как по лестнице, так и на подъемнике. Очень прикольно. Я привела Аню в какой-то бизнес-центр, как у нас есть в Москве, Москва-Сити. Здесь, видимо, какая-то такая история. По Википедии здесь просто такой район, где бизнес-центр. И, в принципе, ничего интересного. Сейчас покажем вам, что тут есть, какие домики. Что в каком-то из этих зданий есть университет, и возможно, вот этот дом — это общежитие, потому что там очень много было молодых ребят, и мне кажется, вполне возможно, что это такие студенческие типа городки. Посмотрите, какое благоустройство в центре. И прикольно, какие вытяжки здесь красивые. То есть в целом они вписаны в ландшафт. Это вау. Спуск в паркинг. И здесь даже имеется такой мини-фонтан. И посмотрите, как красиво вот там. Я не знаю, что это за деревья, но выглядят они максимально стильно. И посмотрите, как эти деревья сочетаются с домом напротив. У меня
такое чувство, что мы в каком-то Токио. Очень классное сочетание бетона и зелени. Это вау. Мне кажется, если людям интересны какие-то современные вот эти истории и уже неинтересны затюканные дома, ну да, то сюда точно стоит приехать. И приятный бонус то, что в конце ты видишь как раз-таки весь город. Да. Но на самом деле здесь прикольно посмотреть хотя бы на архитектурные решения, которые здесь есть. Потому что здесь очень круто все вписано. И хорошо для людей, даже те скамеечки, это прям максимально приятно. И очень ухоженная зелень. Да. Это тоже очень круто. И причем, согласись, если бы мы остались вот там, где арка, мне кажется, ну, было такое себе. Ну, да, потому что там какое-то ТЦ непонятное. Да, а когда ты спускаешься вглубь, там уже вообще с ума сойти. Мы огибаем это здание и оказываемся на смотровой. Конечно, это по моей версии смотровая, но посмотрите. Это башня и триумфальная арка. Офигенно. Класс. Друзья, если будете в Париже, обязательно я вам советую посетить этот комплекс, бизнес-центр. Если вам интересна такая более современная архитектура, и вы устали от классических зданий, вам точно сюда. Я, побывав здесь, ни разу не разочаровалась, что мы сюда приехали и потратили свое время. То есть в целом от центра до этой станции, наверное, минут 30. И здесь мы уже, наверное, часа 3. Но в целом очень классно, это реально того стоит. И сейчас мы отправимся в старую часть Парижа и будем уже наблюдать классический вид. Ребята, мы пришли к смотровой площадке. Запомните этот адрес и этот вид, и обязательно сюда приходите, потому что сейчас здесь на балкончике стоят всего 2 человека и больше никого. Так, запоминаем адрес здания и смотрим на вид. Сейчас я подойду с балкончика. Посмотрите, как классно. А если чуть-чуть левее встать, то будет вообще супер без вот этого здания. Забрались на какую-то территорию, это вот этот дом, и мы за ним были, и сейчас мы зашли в арочку, и здесь везде какие-то зеленые номера. Если вы знаете, напишите, что это за тачки, сейчас покажу. Везде на каждой машине зеленые номера, что бы это ни означало, но вид здесь, знаете, мне кажется, даже получше, чем на том балконе. Только что вышли с метро, мы сели на какую-то дебильную станцию, и там поезд не едет минут по 6. Ты стоишь, там очень душно, жарко, много людей. И в итоге, когда мы вышли, уже обнаружили, что водитель вышел сам с вагона и ждет, видимо, когда что-то произойдет, они поедут дальше. Все люди максимально недовольны. Мы решили выйти на станцию пораньше. Сейчас мы недалеко от Триумфальной арки. И посмотрите, какой здесь выход с метро. Такие станции метро по Парижу достаточно часто встречаются. Я не помню архитектора, но этот выход сделан в стиле модерн. И я вам обязательно скажу, прикреплю сюда имя архитектора. И такой же выход есть в Москве, на Киевской. Если вы там были, то вы должны вспомнить. Тоже прикреплю фотки. Мне кажется, это очень прикольно. Зачем ты это сказала? Блин, я расстроилась. 2300. Отлично. Короче... А можно в блоге материться или нет? Да, можно, Андрей, запикай. Тогда... Я покраснела, да? Да, ты красная. Где шортик, пожалуйста? Шортик. Вон. Пойдем.
Короче, мы сейчас... Я даже не знаю, как это начать рассказывать. Да, мы сейчас выходим, и там на выходе не везде есть такие как бы ограничения, и иногда нужно засунуть билет и пройти, а иногда просто открыть. И мы сами сегодня утром купили билет, я, кажется, это засняла, что там вывалилось очень много билетов за ту же сумму, что мы купили до этого. И мы такие: о, прикольно, там прикольно, купили много билетов, видимо, это какое-то там выгодная покупка. И мы сегодня весь день эти билеты тратили. Вот. И сейчас мы выходим, нас ловит какой-то мужчина и говорит, типа, где наши карты? Мы такие, ну, у нас нет карты, есть билетик. Показываем ему этот билетик, и оказывается, что мы купили детские билеты, поэтому они такие дешевые. И сейчас мы стояли рядом с полицейскими и работниками метро, причем вот этот парень, который нас остановил, он выглядел как просто прохожий. То есть, мне кажется... Он только значок показал какой-то, и я только поняла, что что-то типа не так. Да, и это прикольно, потому что, наверное, люди, которые решат обмануть их, они даже не поймут, что этот чел, он как бы проверяет. Сама полиция стояла... Сама полиция, она стоит за вот этим стендом. И нам сказали, что мы купили детские билеты, и типа штраф, сначала мы поняли, каждый нужно заплатить по 45 евро. Да, он просто сказал 30 как 40. Да, а потом, оказывается, нужно было дать по 35. И с каждого? Да, с каждого. То есть мы заплатили 70 евро. Нет, 70 это 2200? Или Нет. с каждого 2200? С каждого 2200. Отлично. Мы заплатили 2200 за этот штраф. 70 евро. Да, и у нас в сумке миллиард билетов. Да, которые, как бы, если нас еще раз поймают, то мы еще раз будем платить 35 евро. Это жестко. Но на нашей станции нет таких ограничений. Да. Я впервые вообще вижу такое, да. И вообще, я так поняла, лучше вот через эти ограничители не ходить. Мы вышли? На другую станцию? На другой вход, на другой выход. Там же несколько выходов. И ты думаешь, они были только в одном месте? Возможно, да. Ну, а почему люди, которые попались, они тоже там вышли? Наверное, они и знали, что они купили детские билеты. Но смотри, этот чел, он, по идее, может их как бы... Нет, подожди, смотри, мы когда планировали с тобой выходить, да. Я типа показала туда, да, и туда, и ты говоришь, давай типа, где ближе. Да. Вот, и типа там, где было дальше, возможно, нету такого, что они... проверяют твои карточки повторно, то есть там же такие ворота были, вот. И там, возможно, ни ворот не было, ни полицейских, потому что я, по-моему, уже видела станцию, где были ворота, и типа где не было ворот на этой же станции, то есть разные выходы были. Интересно. Ну, блин, жестко. Ну ладно. Приключения. А я еще утром такая говорю, да мне вообще не нужны деньги, я сегодня деньги не взяла, типа, зачем они мне нужны? Никогда Маша, не говори с тебя 35 евро. Неприятно. В общем, ребят, мы так долго шли к нашему ресторану, который я нашла на ютубчике. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Какая в него очередь, мы просто в шоке. Вот так называется заведение. Вот вдали название. И посмотрите, какая очередь. Она начинается здесь и заканчивается вот там. Сказать, что мы расстроились, ничего не сказать. Но ничего страшного. Сейчас мы будем искать какое-то другое место. И самое интересное, что сегодня вторник, но людей так, будто сейчас пятница. И это очень странно, потому что все буквально места заняты везде абсолютно. Ребята пришли в какой-то ноунейм ресторан. Такая еда стоит, наверное, примерно каждая позиция по 16-18 евро. Это поки с лососем и пицца неаполитана. Но такое чувство, что сверху какая-то рыба. Это может анчоусы. быть, это мясо? Это анчоусы. Ну, это что-то на рыбном. Она должна выглядеть вот так вот. Видно? Ожидание и реальность. Окей. Скульт, привет! Сегодняшнее утро я решила начать в спортзале, в принципе, ничего обычного. Каждое утро так делаю. Занимаюсь спортиком, девочки.
вам показать, насколько близко находится наша квартира к метро. Просто посмотрите. Вот здание, с которого мы вышли. И вот метро. Это просто 2 минуты. 2 минуты. И вот в этом красном доме находится прикольный большой магаз. И это очень удобно. Мы живем на розовой ветке. Сейчас я вам покажу, где это на карте. Вот это карта Парижа. Здесь карта делится по зонам. То есть вот это первая зона, вторая и третья. То есть чем дальше цифры, тем дальше от центра. Мы живем вот здесь. То есть в целом, если посмотреть на карту, кажется, что это супер далеко. Вообще это даже не Париж, где мы сейчас находимся, а как бы пригород. Я думаю, это как Химки в Москве. Но до самого центра, вот мы сейчас поедем к опере, нам ехать всего 30 минут по прямой ветке. В общем, это прям моя рекомендация вам. Я обязательно прицеплю ссылочку внизу на эту квартиру. И если вы будете в Париже, то обязательно приезжайте сюда. Мы уже посовещались с Аней и решили, что если мы так получится, что мы опять окажемся в Париже, то мы бы хотели сюда вернуться, потому что в целом качество и цена очень классная. Поэтому всем рекомендуем. Покупаем билеты. Вам нужно нажать на эту историю. Дальше. Угу. Обязательно на верхнюю. И full fare — это типа полный пакет, да. Как я понимаю. А если вы хотите купить 1 или 2, вы можете нажать вот на эти кнопки, то есть 1 билет 1, 2 2. Но мы сейчас покупаем пакет, и это намного дешевле. Мы вот сюда нажимаем. По 10 билетов? Да, по 10 билетов. Так, validate. Угу. Расплатиться можно по карте и наличкой, но, к сожалению, я не помню пароля от карты, поэтому мы сейчас закидываем кэш. Все, 10 билетов. О, да, 10 билетов. Ура! Да. Это то, что нам надо. Да, 10 билетов. Все. И сдачку дал. Угу. Все, четко. Да. Мы сейчас будем какими билетами платить? Старыми, конечно же. Мы решили наши старые билеты использовать на станциях, где мы уже ездили, и знаем, что там нас никто не будет ждать. Так, ребята, билетик нужно вставить в эту пипку. Оп, и мы в метро. Кстати, по указателям очень понятно ориентироваться. Здесь, как и в Москве, указаны станции, куда мы едем, и с другой стороны станции в обратную сторону. Мы сегодня не завтракали и специально приехали позавтракать в Анину кофейню, в которую мы уже приезжали, но здесь было закрыто, потому что было уже поздно. И мы думали, что здесь будет очередь. Но я в шоке, насколько она гигантская. Просто посмотрите. И причем вот это, оказывается, это начало. Потому что, когда я подошла, я подумала, что вот эти людишки, и все. Вы просто посмотрите, какое количество здесь людей. И прикольно, что здесь такое разграничение. Офигеть. Ну что? Ну, короче, на самом деле, я думаю, все норм, потому что там всего пару человек, чтобы не было толкучки, и она должна достаточно быстро пройти. Предлагаю заложить на очередь максимум полчаса, если она не будет... Ну, типа минут 10 мы посмотрим, как она двигается. Если она не будет нормально двигаться, то мы пойдем. Ну, давай. Вот там конец. Ну, если честно, я не в восторге с такого исхода событий, но, наверное, это какое-то очень классное место. Я надеюсь, круассанов хватит на всех. Ребята, прошло уже, наверное, минут 10, и мы до сих пор в очереди. И я заметила, насколько люди свободные и как вообще они себя ведут. Вот, например, девушка напротив, она так уже фоткается минут 10-15. И прикольно, что она вообще не стесняется, потому что лично я
как-то все равно стесняю себя снимать на улице, там как-то фотографироваться, как-то стараться. Ну, мне намного проще, когда есть какой-то рядом друг, и он как бы держит все под контролем. И прикольно, что вот эта дама, она вообще не стесняется и делает селфи, как ей нравится. Это вообще очень здорово. Ребят, так называется заведение. Если будете здесь, обязательно заходите. Здесь стояли 40 минут, и вот мы уже заходим. Но в целом, мне кажется, это было не так ощутимо, как слышится. Да, это очень быстро. Да. В принципе, ребята достаточно быстро работают и обслуживают гостей. И очень круто, что там нет толкучки никакой, и ты можешь с комфортом выбрать то, что ты хочешь съесть. Да. И спокойно все это оплатить. И прикольно, что вот девушка, она прям приглашает ребят. И в заведении не больше там определенного количества людей. Смотри, какие там прикольные штуки. Вот, там, пироженки? Да, вот те пироженки и вон те. Да. Может, мы возьмем не сладкий круассан, короче, посмотрим. Давай. Можно будет даже чего-нибудь 3 типа взять. Да, давай. Будем смотреть. Потому что это очень красиво. Боже мой. Если это еще и вкусно. За такие деньги, мне кажется, это должно быть вкусно. Это можно душу даже продать, мне кажется. У них еще каждая коробочка и каждый стаканчик под фирменным логотипом. Это так приятно. Не, прикольно, что у них как бы не просто пакет бумажный, у них прям такая индивидуальная упаковка у каждой булочки. И это все в пакетике, очень красиво. Ребята, вот так выглядят десертики, которые мы купили. Все это стоило 50 евро. Надеюсь, это вкусно. Сейчас сидим в Старбаксе, и рядом девушка вот за соседним столиком сидела. Она подошла к нам и спросила, не видели ли мы, кто взял ее ноутбук. И оказалось, она, видимо, куда-то отошла и оставила свой Mac, и его украли. Это вообще жесть. Ну, мы подумали, что в любом случае это странно отходить и... Оставлять ценные вещи. Да, оставлять ценные вещи здесь. Хоть, в принципе, в Старбаксе все цивильно, все работают с ноутами. Но я думаю, так не стоит делать. И мне кажется, ей сказали, что камеры не работают. Или, может быть, их по камерам типа не видно. Ну, в общем, у дамочки день не задался, это точно. Неприятно. Пироженки, кстати, топовые. Мне больше понравилась фисташка. И как это называется, вот эта булка? Фокачча. Фокачча. Похоже на какой-то беляш с круассаном. И сверху была какая-то супер вкусная пропитка. И это было очень вкусно. И если вы захотите прям шикануть на завтрак, обязательно приходите в эту кофейню. Как она называется? Кофейня Седрика Греле. Седрика Греле. В очереди вы простоите, наверное, минут 40. Можно прийти к открытию. Открытие в 9:30, да, кажется? Да. В 9:30 и до 6 они работают. И еще с утра они сказали, что они подают круассаны. Когда мы пришли, было уже часов 12, начало первого, и круассанов уже у них не было. Мне кажется, круассаны у них тоже должны быть божественные. Да. Сказали только с утра, но насколько это с утра, это непонятно. Короче, если хотите круассанов, приходите к открытию. Да. Сегодня по планам поехать в студию, я поснимаю бэки для Ани, и потом мы собираемся в Монмартр. Это район, который, я так понимаю, потихоньку возвышается к этому собору, Сакрэ-Кёру, или, может быть, это не собор, не знаю. И с этой смотровой виден весь Париж. Я надеюсь, что будет прикольно, и мы не очень устанем к вечеру. Мы уже доехали до станции метро, где Сакрэ-Кёр, и здесь есть китайский или японский магазинчик. Посмотрите, какие здесь автоматы для кэша. Ты кидаешь туда монетки, и тебе выдают сдачу.
выглядит это вот так. Ты сюда закидываешь мелочь, и если нужна будет сдача, мелочь отсюда вылетает. Это, мне кажется, очень удобно и классно, что кассиры не пользуются наличкой. Сейчас я впервые буду пробовать bubble tea с этими шариками. Посмотрите, какой вид открывается по дороге к Сакрэ-Кёру. Очень красиво. Там еще есть смотровая площадка. Я думаю, там как раз-таки вид на весь Париж. Друзья, немного другая картинка. Заходим внутрь. Прикольно, что вход бесплатный. Мы этого не знали. Доброе утро. У нас сегодня последний день рабочий в Париже. Хотела вам рассказать историю о том, что мы сейчас общались с администратором нашей студии, где мы работаем. И она рассказала, что она живет на Монмартре, где мы вчера были, и она как раз-таки живет на той станции метро, где Мулен Руж, и она сказала, что это самый стрёмный район, и то, что там оказывается гетто. А когда мы спускались в метро, мы заметили, что вокруг все были темнокожие, и это немного, немного ты чувствуешь себя некомфортно, мягко сказано. И мы такие, ну ладно, типа, это же не означает, что они плохие ребята. И Элина сказала, что вполне может быть такое, что тебя пырнут ножом, к тебе начнут приставать. И она сказала, что там очень опасно. Я спросила, почему она там живет. Она ответила, что в Париже ты не можешь официально снимать любую квартиру. Ты должен снимать такую, которая... в общем... Твой доход должен быть в 3 раза больше, чем аренда жилья. И она себе не может позволить квартиру в центре, потому что по ее бумагам она зарабатывает намного меньше, чем в 3 раза. Вот. Поняла? Да, я поняла. А еще, кстати, она сказала, если кто-то там в этих районах до тебя докопается, то им нужно отвечать русским матом, потому что они какие-то, ну, боятся. Да, типа они этого боятся. Да, они боятся наших суровых русских ребят. Да. Короче, это вообще жестко. И, блин, мы вчера там с Аней мило гуляли, говорили, как там интересно, как атмосферно, как прикольно. А сегодня выясняется, вот что это, оказывается. Да, что это очень опасный район. И Лина там прям несколько раз сказала, девчонки, ну, туда лучше реально не ходить. Лучше туда не надо ходить. И так интересно, что она сама там живет. Ну, я не знаю, я бы чувствовала себя, наверное, постоянно в дискомфорте, живя в таком райончике. Ну, слушай, если ты, не знаю, жила бы в Шушарах на протяжении там нескольких лет, я думаю, ты бы уже Ну да, она же здесь уже 7 лет. Вот, да, я думаю, как... Да, привыкаешь, и ты ко всему там готов. То есть элементарно там... Элементарно у тебя там перцовка с собой, ножик на всякий случай. Бабушка там сделает тебе еще что-то. Экипировка полная. Ну да, я думаю, просто это привычка, и ты знаешь, в каком-то районе живешь, и ты постоянно там, ну, на чеку. Поэтому, в принципе, для тебя это не новость. А когда ты там турист, по сторонам смотришь, то, конечно, это может быть опасно. Ну да, согласна. Сейчас мы едем покупать духи Ани, и у нас в планах посетить какую-нибудь кафешку, где можно отведать свежих круассан. Потому что до сих пор, находясь здесь, по каким-то необъяснимым причинам, мы еще не попробовали круассанов. Thank you. Have a good day. Блин, очень приятно. Поздравляю! Блин, очень здорово, потому что этот мужчина в конце подушил нам волосы. Это так было приятно. Конечно, для нас такой сервис немного необычный, но это очень здорово. Какое... Hello! Какое просто отношение к деталям. Это божественно.
Самое прикольное то, что, типа, опять, я это уже говорила, но находясь в Питере, по прогнозу был дождик. И мы думали, что только в первый день будет тепло, поэтому мы сразу пошли гулять. Но я ничуть не жалею, что мы пошли все равно в первый день гулять, но, блин, очень это здорово. Очень круто. Я ни разу не... Ну нет, один раз я, по-моему, свой свитшот надела, но я ни разу не надела длинные штаны. Да, это вообще очень круто. Ну, они зато понадобятся в голодном Финляндии и в Питере, так что нормально. Вот девочка. Ребята, блин, это такая странность. Мы сейчас фоткались и решили попросить девочку сфоткать. Это оказалась известная фудблогерша. Я смотрю на ютубе Равина. Блин, мы в Париже. Это с ума сойти. В Париже, в Лувре вообще. С ума сойти. Просто прохожих. Как это возможно? Сейчас мы думаем пойти в кафешку, подснять видосики и уже поехать работать. Знаете, работать не очень-то хочется. Заказали 9 улиток и круассаны. Сейчас будем пробовать. Ребята, пробуем первый раз улиток. На вид не очень, если честно. Зеленая — это не тина, если что, это соус песто. Так, ну, с Богом. Не, прикольно. Как будто бульон. Бульон только в виде какого-то мяса. Но на вкус никак не рыба. Похоже на мидию, но не такая соленая. Вот так. Не, в целом в Париже я бы такое ела, но дома нет. Ну, на любителя. Ребята, прямое включение. Я поближе. Если вы думаете, что сейчас будет какая-нибудь классная история о том, как мы находимся около какой-нибудь достопримечательности, что мы сегодня нового увидели, не в этот раз. Я, кстати, очень рада, что я сейчас записываю эти видео, потому что реально это просто какой-то сюжет к фильму. Я сейчас работаю, ко мне подходит Аня, и я знала, что, возможно, что-то случится, потому что вчера мы разговаривали с Андреем, и он сказал, что у Ринейра, это наша компания, в которую мы летели, сейчас какие-то проходят забастовки, и что-то, в общем, происходит. Я ему сказала: так, стоп, мы не будем сейчас об этом говорить, потому что я не хочу слушать новости и настраивать себя на какие-то негативные мысли. Ко мне подходит Аня и говорит, что наш завтрашний рейс отменяют. И причем мы бы могли об этом знать, но как хорошо, что мы свой день начали не с того, что мы там начали чекать по поводу рейса, а узнали это к вечеру. И в целом наш сегодняшний день прошел просто замечательно. Даже сейчас вот, я записываю это видео, и у меня уже какое-то принятие этой ситуации. Мы уже совсем, наверное, в другом настроении, потому что час назад это была какая-то истерия и попытки что-то сделать, но ближайший наш рейс будет 19 числа, а это значит, что вам еще смотреть целых 4 дня в Париже, и получается мы здесь застряли на неделю, то есть мы приехали на сколько? На 4 дня ночи, изначально, да, но это все еще удлинилось. Ситуация такая, нам негде жить, потому что завтра у нас выселение в 11, мы договорились с девочками студии, мы остаемся в этой студии, сделаю вам рум-тур. Какие-то есть удобства. Да, мыться мы будем где-нибудь у знакомых,
Но классно, что за это время мы посетим те достопримечательности, которые хотели и не успели. Кстати, можно на вейке покатаемся, пожалуйста? Умоляю, это будет просто моя... А мне не нужен купальник, я могу в грязных трусах и лифчике. А что? Да, в принципе, я тоже. Деньги есть? Деньги не проблема, найдем. Хорошо, если деньги не проблема, слушай, и будет хорошая погода, мы покатаемся на я вейке. хочу. Короче, вот такие новости. Мы надеемся, что 19-го мы улетим, и, возможно, мы будем смотреть какие-то другие варианты для вылета, потому что я думаю, что не стоит полагаться на этот билет, и стоит подготовить разные сценарии событий, и поэтому ждите следующего включения. Наверное, он будет завтра. Покажем вам студию. Точнее, наш дом. Да, наш дом, на 4 дня. Дом. И надеюсь, будут какие-то интересные включения с последующих дней.